Друзья, всем привет, серферы, бездельники, девианты. Короткий моноэфир сейчас будет. И поговорим про эскалацию и мир, потому что интересные процессы сейчас происходят. И вот о них мы постараемся поразмышлять с вами совместно, потому что у нас совместное творчество. Вы моя нейросеть, я ваш батя нейросети. И у нас, так сказать, творческий симбиоз. Там писали у меня в комментариях, есть ли у меня вышиванка и ношу ли я вышиванку. Вот сразу, чтобы закрыть этот вопрос, сразу скажу. Я покончил с пионерией 24 августа 1991 года. И с 1 сентября 1991 года всякие знаки пионерии я не ношу. И, надеюсь, впредь не буду носить, и мои дети не будут носить. Поэтому я на это смотрю как на пионерию. Вот, наши юные комсомольцы, которые вот это все как бы прививают нам, пионерские зорьки, они могут, конечно, себя там радовать. И я, честно говоря, не заморачиваюсь по поводу того, что там люди ходят в вышиванках там и радуются по этому поводу. Каждый сходит с ума как хочет, но у меня этого нет и не будет. Вот так вот я к этому всему отношусь. Не потому, что я не люблю Украину, не потому, что что-то там еще. У меня вышиванка была я даже выставлял фотографию, где мне там 3 года, я стою маленький, красивый, с ясными глазами, с кудрями, как у Дейенерис Таргариен, точно такие же, как у моей Аэлиты, средние дочки, и у матери были у нас такие светлые волосы, белые-белые, как бы до 30 лет по женской линии. Вот, поэтому вот это все было еще при Советском проклятом Союзе. Вот, уже это мы как бы впитали, так сказать, українство з молоком матері. Все, значить, українською мовою розмовляємо, будемо розмовляти, в сім'ї розмовляємо. Все своє життя розмовляю українською мовою. Помимо русского, конечно же, как бы там, да, но сначала на украинском разговаривал, поэтому вот тим, кого, значить, це все хвилює, от така чесна відповідь. Значить, вишиванки нема, і все. І от такі пироги. Теперь по поводу, перейдем от пионерской зорьки и, значит, и ее проблем. Это большие процессы, которые происходят, и мы в них, что происходит, куда все движется. Марек Буджиш написал отличную статью. Он был недавно в Киеве, мы с ним встречались, обсуждали там ряд тезисов. И я ее вот распространил, и на английский перевели, поставили на английской хвиле, и на польском она стоит, и на русском, на украинском. Я ее когда увидел, то я понял, что мне даже не нужно напрягаться, потому что я по этой же теме думал делать эфир, что мне даже не нужно напрягаться, потому что, в принципе, он, помимо там тех аспектов, которые мы хорошо видим и понимаем, он подсветил внутриевропейские, которые, собственно говоря, являются важными для понимания процессов вокруг Украины и по поводу нашей судьбы. С чего начнем? Я постараюсь быть лаконичным, потому что мне там еще на мероприятие нужно одно успеть. Поэтому я не буду особо затягивать. С чего начнем? Мы в эфире с Максимилианом Андроником, советую посмотреть. Вчера был эфир этот. Мы поднимали ряд этих вопросов, и вот он там сказал абсолютно правильную вещь, которая, в общем-то, является ключом к пониманию процессов в России, вокруг Украины, в Центральной и Восточной Европе. Что это за два фактора, что это за ключи, как бы там, да? Смотрите, на уровне логики, давайте зададимся вопросом. Мы на протяжении последних недель четко видим, что россияне внутри разворачивают дискурс по поводу мира. То есть там куча военблогеров, вот эти все, значит,
ремесло там и прочие ребята, там, да, рыбари, там, вот это все, вся эта шобла у Соловьева, там, не у Соловьева, на всех каналах, на всех телеграм-каналах. В общем, с утра до вечера ноют относительно того, как все плохо и что Россия войну не вытягивает. Даже Костик Долгов, которому Медведчук пятерку в свое время не отдал, и он там жалелся долго и ныл, и который сбежал туда в Россию, когда в 2014 году все процессы начались. Даже Костик, значит, Долгов начал ныть у себя там, что если все так будет продолжаться, то без окончания войны там летом уже можно прийти к такой ситуации, что посыпется усё, и даже не будет тех, кто, так сказать, сегодня во власти российской твердо стоит на военных рельсах и на этой войне. И это симптоматично, потому что мы все прекрасно понимаем, и Цезарь это рассказывал у нас в эфире, что насколько российские спецслужбы, они глубоко инфильтрированы в различные сообщества, создают эти сообщества, включая там медийные, там, да, и всячески их контролируют, и поэтому очевидно, что вот этот дискурс, который развернулся, он происходит не только потому, что там кто-то к этой мысли пришел, и вот они сейчас в едином порыве начинают эту мысль озвучивать, а прежде всего, что это организационное действие по подготовке и прогреванию населения России к тому, что война должна быть закончена, и, соответственно, должны быть аргументы, которые позволяют эту войну закончить. Тогда возникает логичный вопрос. А что же тогда происходит вовне, где мы видим абсолютно противоположное и абсолютно противоположные процессы, которые говорят о том, что Россия собирается атаковать там страны Балтии, собирается вторгаться в Украину со стороны там Беларуси, либо со стороны там Брянской области, или еще откуда-то там, да. И сегодня на этот счет Зеленский там тоже выступал в Славутиче. Я об этом чуть позже скажу. Значит, тут спрашивают секунду, где можно прочесть статью? Статью можно прочесть на Хвиле. Хвиля.нет. Вот сейчас давайте я вам дам ссылку. Ловите в чат. И все прочтете. Статья. Вот же ловите. Вот там статейка на русском, на английском, на польском, на украинских языках она стоит. Так что я кину ее еще в описание к эфиру. И в телеге она тоже у меня есть. Поэтому все, кто не подписан на мою телегу, не подписан там на мою Facebook, не подписан на мои всякие социальные сети, вот идете в описание, там это все есть. Так же, как и реквизиты канала, потому что спонсорская помощь позволяет нам развиваться и информировать вас о том, что у меня нет вышиванки. Поэтому те, кто еще не стали спонсором, становитесь, вам, соответственно, в карму будет плюсик. И возвращаемся как бы к постановке проблемы, к проблематизации вас. Итак, если во внутрироссийском дискурсе происходит вот такая тенденция, то почему во внешнем дискурсе, который Россия транслирует на Запад, прежде всего в Европу, на Украину, почему там присутствуют абсолютно другие сигналы по поводу эскалации, по поводу того, что как охренели эти страны Балтии, и что их нужно наказать, и раком поставить, и значит и так и сяк их поиметь, как они это как бы там имели, и что фонтан какой-то насрут, когда придут. Короче, традиционный список вот этих всех угроз. Вот на фоне различного рода инцидентов. То есть какие инциденты были на текущий момент, и Буджиш вот их перечисляет, вы тоже их все слышали. Инциденты, связанные с появлением дронов. Дроны летят в Латвию, дроны летят в Литву. Литва стоит на ушах, потому что поднимают самолеты. Значит, ревут сирены. Парламент премьер-министра президента эвакуировали в бункер.
Жители получили на смартфон это предупреждение. Поляки перебазировали там в Эстонию, по-моему, там какую-то эскадрилью, которая там должна что-то перехватывать, то, что это летит. Значит, в Латвии дрон тоже куда-то там прилетел в какую-то нефтебазу, топливные резервуары там вблизи, где там Резекне в Латвии, которые были пустые, поэтому там слишком большого пожара не было. Но, значит, в результате пал Кабмин, потому что Кабмин Эви Киселины упал после того, как уволили министра обороны, который, по его словам, как Буджиш пишет, недостаточно подготовил страну к угрозам. И там идет в прессе этих стран идет, соответственно, мощные споры относительно того, готовы страны, не готовы, а что, как с Украиной себя вести, потому что, ну, получается, что Россия рэбом отклонила эти дроны, хотя бы я не исключал бы, что Россия могла такой дрон, значит, потушенный рэбом на своей территории, как мы это делаем с шахедами, это что же происходит там, и не только с шахедами, с российскими дронами. Когда он гасится, потом, если он целый, то ремонтируется, там, перепрограммируется, и потом отправляется на ту сторону, ну, с приветом, как говорится. Поэтому нельзя исключать, что россияне, собственно, и тоже могли такую технологию использовать, хотя не исключать того, что в результате работы рэба дрон отклонился и полетел, конечно же, тоже нельзя, такое бывает сплошь и рядом. Поэтому, ну, суть в том, что война между Украиной и Россией докатывается вот до стран Балтии, и они должны на это как-то реагировать. Плюс произошло отключение на востоке Латвии, там в блокаут 61 тысяч человек оказался без света, что в принципе достаточно много, с учетом того 5% где-то, да, не, чуть меньше, 3% населения, где-то 3,5% оказалось без света по результатам этого блокаута. И, соответственно, в Эстонию тоже вторгся дрон, и они там все упали в обморок. Дрон был сбит самолетом, истребителем, который не подняли, и, значит, идет нагнетание. Вот мы говорили по этому поводу, говорили еще зимой, и Кульпа у меня в эфире говорил, там, и я говорил, много кто еще говорил, что, значит, летом может быть вот такое вот обострение, связанное с тем, что Россия может начать провокации относительно стран Балтии, попытается зайти туда в той или иной форме, скорее всего, в гибридной. И параллельно то, что вот Буджиш пишет, что служба внешней разведки России тоже работает по повышению этой угрозы, потому что она заявила относительно того, что Украина готовит удары по России с территории балтийских стран, что, конечно же, для Украины было бы удобно, выгодно, но, к сожалению, этого нет, потому что балтийские страны боятся, трясутся, и не безосновательно, потому что они маленькие, слабые, относительно того, как будет на такое отвечать Россия. Но поэтому мы уже неоднократно говорили о том, что Украина должна была бы предложить стратегический союз безопасности для таких стран, для стран Балтии и Польши прежде всего, а там и других можно было бы подтянуть, дать гарантии безопасности, что в случае атаки на них мы там свои войска развернем и прежде всего дроновую всю нашу тему и начнем бить по территории России, если она их атакует. Но это нужно делать заранее, это нужно, ну, как бы договариваться и так далее. На текущий момент этого всего ничего нет. Поэтому, но русские прекрасно это знают. Они, естественно, качают тему, что должно быть справедливое возмездие, что мы вам это справедливое возмездие гадам покажем. И, соответственно, что маленькие, вот эта тройка балтийских тигров, так называемых, она представляет огромную угрозу для огромной Российской империи. И, соответственно, вот надо нанести превентивный удар. Ну, как они всегда, в общем-то, чешут. Тут ничего. Но Буджиш абсолютно делает ничего нового. Но Буджиш делает абсолютно правильный момент, потому что он бы хотел, чтобы страны Балтии начали ссориться с Украиной, поссорились с Украиной. Для чего? Для того, чтобы, повышая вот эти вот угрозы и заставляя их падать в обморок,
начали давить на то, чтобы Украина прекратила вести такую наступательную политику, которая сейчас начала давать свои буйные плоды, что даже Симонянша там признала, что, ну, собственно говоря, дети с детьми спит в коридорах, и, ну, собственно, украинские вот эти удары по глубинке России, они принесли дискомфорт в жизнь россиян. И вместо 2-3 дней, за которые должен был пасть Киев, получилось вот то, что сейчас заставляет их в этих коридорах вместе с детьми сидеть. Так вот, в этой логике максимально для россиян сейчас важно качать Европу, потому что, по сути, после того, как Си Цзиньпинь встретился с Путиным и с Трампом, вырисовывается, ну, как бы, архитектура договорняка, когда, в принципе, стороны там готовы решить свои вопросы, но для этого необходимо доломать Европу и Украину, которая пользуется поддержкой Европы, на уступки и на те решения, которые им бы были выгодны. Поэтому, поскольку в лоб они сейчас не могут как бы сбить Украину, Зеленский упирается по Донбассу там и по всему остальному. И даже несмотря на вот эти атаки НАБУ, которые там мы видим и которые продолжаются, и по украинской оборонке, которые тоже мы рассматривали, то необходимо, следовательно, зацепиться за то, что является слабым звеном и одновременно обеспечивает устойчивость Украины, Европа. То есть есть европейские деньги, есть европейские заводы, технологии, которые там мы используем. И хотя там россияне рассказывают о том, что, ну, для внутреннего пользователя, о том, что это все воюет Европа плохая, что у Украины там ничего своего нет. На самом деле это все чушь, потому что, значит, один из аналитиков, на Хвиле, кстати, тоже была хорошая статья, сейчас я ее покажу. Вот, не статья, а интервью, мы сделали перевод, посмотрите, почитайте. Сейчас я кину ссылку тоже. Интервью. Тоже зайдите, почитайте. Тоже все стояло у меня в телеге, поэтому подпишитесь. Значит, сейчас, секунду. Так, где вот это интервью? Да. Значит, это... Значит, интервью Кристиан Броуз, президент компании Anduril и в прошлом директор аппарата Сенатского комитета по делам вооруженных сил, встретился с Аароном Маклином в подкасте School of War, чтобы, ну, вот, проговорить по поводу уроков Украины, которая игнорировалась годами. Так вот, он там как раз поднимает этот вопрос, Кристиан Броуз, поднимает этот вопрос относительно того, что показала Украина. И вот здесь прозвучали такие его слова, что какая проблема сейчас у американцев. Он рассказывает про томагавки, там, Патриоты и так далее, которые все знают наперечет. И он говорит, что большая проблема в том, как эти ракеты спроектированы. Они очень старые, и их делают почти вручную, как ремесленники. И простое вливание денег не дает нужного объема. Но еще большая проблема в том, что мы даже близко не приближаемся к такому количеству оружия, которое реально нужно. Украина нам это показала. Даже 2 недели эпической ярости нам это показали. Годы военных игр против Китая нам это показали. Мы отстаем на порядок или больше. Даже если бы мы смогли восстановить те объемы, о которых говорим, нам все равно катастрофически не хватило бы для противостояния глобально действующим противникам в нескольких измерениях одновременно. Вот. Потом там он говорил интересный момент по поводу Украины. Вот. Упоминает, они это вспоминают, как Украина воюет и что она показала в странах залива. И значит, Кристиан Броуз говорит, мы не действовали в соответствии с тем, что брали из Украины, в плане того, как нужно было перестраивать наши инвестиции в борьбу с дронами, ПВО и ПРО.
Так что мы там, где мы есть. Хорошая новость в том, что сейчас люди начинают всерьез воспринимать уроки Украины, подключили к работе украинские компании, которые делают выдающиеся вещи на стороне сенсоров и на стороне перехватчиков. И там же у него прозвучал значит, тезис о том, что в принципе Украина, она достигла своей собственной субъектности за счет того, что отбросила, значит, вот эти все предубеждения и начала делать самостоятельное дальнобойное оружие, которое позволяет вести самостоятельную политику, и тем самым превратилась в серьезное государство. Он там буквально так и говорит. Значит, и соответственно, ну, как бы, поэтому к Украине нужно относиться серьезно. Я вам советую вот все это интервью почитать, потому что Anduril серьезная компания. У них доклад недавно был очень интересный. И это вопрос, ну, это ответ как бы там тем россиянам. Я такой экскурс длинный сделал там, да, в бок. Значит, для того, чтобы, ну, понимали, что на самом деле Украина сама по себе уже делает достаточно много серьезных вещей. Понятно, там с какими-то европейскими комплектующими, с китайскими комплектующими, но тем не менее она их делает, и она эти комплектующие достает, а многие вещи уже самостоятельно производит на своей территории. В том, что касается дронов, там фактически, я знаю, там кучу дроновых компаний, которые фактически там на 90% уже закрывают свои собственные потребности без комплектующих из Европы или из Китая. Но, тем не менее, в Европе тоже развернулись, в том числе нашими компаниями, серьезные дроновые производства в какой-то там кооперации с европейцами. И, конечно же, это тоже начинает сказываться, потому что фактически Украина имеет надежный тыл в лице Европы. Ну, надежный на текущий момент, потому что он ненадежен в долгосрочном плане, поскольку там меняется, скажем так, политический ландшафт. И россияне тоже на этом сосредоточились. Они, например, яростно бьют Мерца, потому что им, конечно же, очень бы не хотелось, чтобы Германия продолжала оставаться вот в той позиции поддержки Украины, в которой она находится сейчас при Мерце. И к власти пришли АФД, и поэтому альтернатива для Германии. И поэтому они всячески как бы качают и медийно, там, и по как бы, другими как бы методами. Они качают Германию на относительно того, что это слабое правительство, поэтому необходимо, значит, чтобы Германия сосредоточилась на других приоритетах, вышла из войны. И слабость Европы экономическая, конечно же, этому способствует. И Буджиш тоже обращает на это внимание. Буджиш на это обращает внимание, как, собственно, сейчас и россияне, и американцы на этом играют. Значит, здесь еще остается еще один важный момент, это Белоруссия, потому что мы видим, как Путин старается растянуть, так сказать, фронт и привязать Беларусь к себе в качестве участника конфликта для того, чтобы произошло такое как бы распыление силы со стороны Украины, прежде всего и стран Балтии, которые должны больше бояться, так сказать, возможного удара на Сувалки там, и Калининградскую, в сторону Калининградской области, для того, чтобы оставить их сразу в оперативном, даже не в оперативном, сразу же как бы в стратегическом окружении, потому что как только, если такой прорыв произойдет, то Литве, Латвии и Эстонии будет крайне тяжело вообще как бы устоять без коридора на Польшу. И вот Буджиш тоже обратил внимание на один процесс, на который я не обратил, а вот он его заметил. Это то, что за несколько дней до обострения в Минске прошел фестиваль надежды, молитвенный съезд протестантских общин, организованный Франклином Грэмом. Он, по-моему, в Украину тоже, кстати, приезжал. Известным проповедником, сыном Билли Грэма. Значит, Грэм не рядовой проповедник, он считается духовником Дональда Трампа и вел религиозную часть инаугурационной церемонии американского президента. О его связях с нынешней администрацией свидетельствует то, что на молитвенном собрании в Минске присутствовал Джон Коул, специальный посланник Белого дома по Беларуси. И Грэм встретился с Лукашенко во время молений и призвал
как сообщил канал Christian Vision, молиться за Трампа, Лукашенко и Путина. Даже если это последнее не соответствует действительности, характер визита и его прорывное значение сомнений не вызывают. Ну, нужно просто, и здесь Буджиш вспоминает о том, что протестанты, значит, имеют сложные, скажем так, отношения с властью на территории Беларуси, и неоднократно там были гонения на них, которые поддерживались и православной церковью, Московской православной церковью. Вот. Но такие вот вещи, которые сейчас происходят, как бы там, которые он обрисовал, конечно же, являются знаковыми, потому что Лукашенко, который ведет, как опытный жук, ведет такую всегда игру по получению большей устойчивости и выгодоприобретений на любых кризисах там, и на любых возможностях, которые там появляются, как только и где только возможно, он, конечно же, легко может разменять вот эти вот важные для американского общества, в котором сильны протестантские, все это неопротестантские секты, и разменять как бы вот эту позицию на тот же самый калий и те самые возможности, которые дают возвращение на мировой рынок калийных удобрений из Беларуси, потому что это значительная часть и одна из самых важных частей белорусского экспорта. И, соответственно, мы видели вчера заявление относительно того, что Штаты просят Украину, чтобы она уменьшила давление на страны Европы и разрешила экспорт белорусского калия через страны Балтии, прежде всего Литву. Вот то, о чем мы говорили в последнем эфире с Ташкевичем. Для того, чтобы решить вопрос дефицита удобрений, который возник в связи с тем, что началась война в заливе, и, как мы знаем, страны залива производили значительную часть удобрений, и это создало давление на сельскохозяйственный рынок, что влияет на урожайность, что создает давление на рынок продовольствия, запускает продовольственную инфляцию, а это уже непосредственно может отразиться и на Европе, и на тех же самых Соединенных Штатах, не говоря про страны третьего мира, которые находятся в еще более слабых позициях. Поэтому американцы играют на то, чтобы постоянно ослабить санкционный режим как относительно России, так и относительно Беларуси. И Лукашенко это использует всячески для того, чтобы эти форточки открыть санкционные и получить дополнительные ресурсы, потому что он сам находится в финансово сложной ситуации, постоянно получал помощь там из России, за которую расплачивался там теми или иными услугами, которые оказывает, или с Китая, который кредитовал Беларусь и является таким серьезным плечом, которое позволяет Беларуси выживать. Но прежде всего Россия. Вот. И в этом же ключе нужно рассматривать ядерные вот эти вот учения, которые происходят в Беларуси, куда перекинули 64 тысячи человек, в которых участвуют, точнее говоря, 64 тысячи человек из России, более 7800 единиц вооружения военной техники, 200 ракетных комплексов, свыше 140 самолетов. И маневры эти были, обозначены неожиданно, хотя в Киеве предупреждение о том, что Россия сконцентрировала там кулак в Беларуси, который может быть применен против Украины в том числе, поступали еще несколько недель назад. И, собственно, поэтому эта ситуация, она уже как бы вышла на такой уровень, потому что это серьезные силы. Это больше трети того, что участвовало в нападении на Украину в 2022 году, когда там группировка насчитывала около 180 тысяч человек. И, соответственно, относиться к этому несерьезно с украинской стороны было бы, имея весь опыт, который мы имеем, было бы крайне неразумно. Поэтому Зеленский сегодня сделал заявление
Значит, где... Сейчас я найду. Так. Из Славутича он сделал заявление, он послал руководству Беларуси непосредственный месседж, в том ключе, как вот я разворачивал несколько дней назад, и это логично, это правильно. Значит, он сказал, что Украина имеет возможность превентивно действовать как относительно российских территорий, с которых исходит угроза, так и относительно фактического руководства Беларуси, которое должно быть в тонусе. Зеленский также сказал, что вот на севере в Славутиче обсуждались фортификация, поддержка сил обороны, и это направление прикрывает границу с Беларусью, которую Россия очень и очень хочет втянуть в эту войну больше, а также с Брянской области. Прямая цитата. У нас есть возможность для укрепления, есть возможность превентивно работать в отношении российских территорий, откуда может быть угроза, и в отношении фактического руководства Беларуси, которое должно быть в тонусе. То есть чувствовать реально, что последствия будут, если будут агрессивные действия против Украины, против наших людей. Значит, громады, граничащие с Беларусью, отдельно попросили усилить противовоздушную оборону. Министр обороны получил соответствующее поручение. Дополнительное оборудование должно быть перераспределено. И финансирование оборонных мероприятий на Черниговско-Киевском направлении, по словам президента, есть. В принципе, это правильный сигнал, потому что я говорил, что Лукашенко должен хорошо понимать, чем чревато участие в этой войне на стороне России, в такой более активной форме, как это было с его стороны в начале этой войны в 22 году. Только разница в том, что в 22 году у нас не было дронов, ракет и всего остального, чтобы мы могли массированно применять по территории Беларуси. А теперь это все есть. И с учетом того, что белорусское ПВО и белорусская армия существенно слабее, чем российские, даже с учетом того, что россияне там что-то перекинули, и, может быть, даже значительные силы, но в любом случае Украина имеет возможность намного более серьезно воздействовать на территорию Беларуси, потому что она сама по себе небольшая, и соответственно, 400 километров, которые она имеет с севера на юг в самом широком месте, это достаточно небольшое расстояние, чтобы Украина могла его простреливать. Поэтому в этом плане месседжи абсолютно верные, и опять-таки они отражают эту растяжку, которую Россия натягивает для того, чтобы сформировать необходимый фон для договорняка по поводу Европы и Украины в Европе. Так, тут я не буду упоминать, значит, эти традиционные заявления замминистра иностранных дел Сергея Рябкова, потому что Рябков каждый раз всплывает, когда необходимо припугнуть и развернуть какие-то радикальные месседжи относительно Европы или относительно Украины. Так было в Женеве в конце 2021 года, в начале 2022 года, когда он тоже там распинался и говорил ультимативным языком Европе и Украине, говорил, что они должны делать. Теперь они тоже Рябкова достали, который там обвинил страны Восточной, Центральной, Северной Европы в провокационных действиях, пригрозил военным адекватным ответом и потряс, ядерной дубинкой, сказал, что любые попытки этих стран получить ядерный свой зонтик ведут к выходу России из любых переговоров по разоружению. Это связано в контексте попыток стран Центральной и Восточной Европы затащить Францию в качестве гарантов их независимости и, собственно говоря, непосредственно к самим Соединенным Штатам, которые колеблются между тем, переводить часть войск, которые уходят из Западной Европы в Восточную Европу, или не переводить, тем более, что мы уже знаем, что Трамп часть войск этих начал выводить в США для того, чтобы наказать Италию, Испанию, Германию за ту позицию, которую они проявили в ходе
в ходе войны с Ираном. Значит, на этом фоне вот эта вся возня, которая происходит в Украине с Firepoint, с НАБУ и так далее, я ее уже не буду раскрывать, Буджиш ее тут описывает в подразделе «Американская игра доминирования над Украиной и Польшей», то этот кусок я пропущу, потому что он очевиден, поскольку мы уже это 250 раз обсуждали. Но здесь вот интересен момент, который касается непосредственно самой Польши, где он говорит, что американцы оказывают давление на европейских союзников, в том числе на Польшу. Трудно иначе интерпретировать решение приостановить ротацию воинских контингентов в нашу страну. Об этом мы тоже говорили. И он говорит, что несмотря на то, что по успокоительному заявлению Пентагона мы по-прежнему образцовый союзник, однако в вопросе военного присутствия однозначности уже нет. Несмотря на декларацию о сохранении сильного военного присутствия в Польше, Министерство обороны США подтверждает решение сократить с 4 до 3 число бригад сухопутных войск, дислоцированных в Европе. Откуда будет выведена одна из них, неясно. Приостановка ротации означает, что возможно из Польши, хотя ранее звучали декларации о выводе бригады, расквартированной в Баварии. Так вот самый интересный момент. Такую постановку вопроса трудно расценивать иначе, как давление на Варшаву с целью пересмотра ее позиции. В игре может быть европейский стратегический суверенитет, который Туск намерен строить, жесткая позиция в отношении Беларуси, возможные условия поддержки Украины и завершения войны. Переход Польши в условный лагерь Трампа кардинально меняет ситуацию для Европы, которая без Польши не выстроит систему обороны восточного фланга, и для Украины. Вопрос в том, готовят ли американцы, чего я не исключаю, добиваясь своих целей, спровоцировать правительственный кризис в Польше. И тут многие наши зрители, возможно, не понимают вот этот вот намек и этот нюанс, но он связан с тем, что в Польше достаточно неустойчивая политическая ситуация, потому что коалиция Туска, которая на сегодняшний момент находится, так сказать, на коне и победила в октябре, 15 октября 2023 года, она находится в неустойчивой ситуации, потому что там есть свое слабое звено. Там это селянская партия, значит, аграрная, которая колеблется, в которой отдали министра обороны после того, как делили портфели, и в которой там есть свой собственный раскол и раздрай. И вот, значит, часть этой партии может уйти в коалицию с ПиСом, и если это произойдет, к ней присоединится конфедерация, то может сформироваться конструкция, когда фактически правительство правительство Туска будет смещено, и Навроцкий, который сейчас президент от ПиСа, и, собственно говоря, сам ПиС, который есть в парламенте, и Качинский там влияет очень серьезно на многие процессы, они получат возможность реванша, и при этом ПиС, он такой более Трампа-ориентированный, и Навроцкий, я уже об этом неоднократно говорил, нынешний президент, Кароль Навроцкий, нынешний президент Польши, он делал вот ставку на тесные отношения с Трампом, и это всячески подчеркивал. И вот, если возникает такая конфигурация, то, соответственно, может серьезно измениться, скажем так, политика Польши относительно Восточной Европы, относительно Украины. Она, я думаю, что изменится не настолько катастрофически, там, как многие там у нас могут придумать, но она может измениться достаточно, чтобы Украина начала ощущать в этих условиях последствия таких маневров, потому что поляки, вот находясь под шантажом Трампа, который выводит там войска из Европы, начал выводить потихонечку американские войска из Европы, они, конечно же, начнут и уже думают о своей шкуре и о том, как не потерять эту поддержку со стороны американцев, чтобы не остаться совсем голыми, потому что они прекрасно осознают, что на текущий момент Польша не готова к войне с Россией, и они ее серьезно опасаются. И поэтому есть альтернатива, конечно же, эта альтернатива заключается в союзе с Украиной, где часть польской элиты толкает эту тему.
и укрепление общеевропейских позиций и введение единой, скажем так, оборонительной общеевропейской политики, на чем настаивает Туск, который традиционно имеет сильные связи в Брюсселе, в Германии и, ну, и в принципе как бы отстаивает такую европейскую субъектность. То есть точно так же, как у нас, сейчас Штаты играют вот на раскачку, на внутреннюю раскачку, которая дает возможности через ослабление конструкции политической конфигурации власти, которая имеется на текущий момент, выходить вот в более сильную позицию и требовать уступок. Точно так же они играют и по Европе, и вот в частности по Польше, для того, чтобы купировать европейские возможности, которые позволяют усилить позицию Украины. Вот, и поэтому Буджиш делает абсолютно логичный вывод, что Европа оказывается вот под давлением с двух сторон, между Москвой и Вашингтоном, и экономика сейчас ее разрывает, потому что я уже говорил о том, что, значит, британцы вынуждены пойти там на уступки и разрешили ввоз нефтепродуктов из российской нефти из третьих стран. Санкции как бы там в этом плане ослабляются. И, ну, и соответственно, как бы такая же ситуация в Германии, такая же ситуация во Франции. И ослабление санкционного режима, конечно же, позволяет россиянам более спокойно дышать, потому что они реально на себе начинали чувствовать вот это вот усиление санкционного режима и проблемы, которые с этим были связаны, плюс это наложилось на наши украинские удары, и экономика, получившая еще несколько подач в виде ошибок собственного руководства, мы тоже о них рассказывали, она, ну, начала ощущать проблемы. То есть она не разваливается там, как нам бы хотелось, но она ощущает эти проблемы, и эти проблемы идут по нарастающей, самое главное, по крайней мере, до последнего момента шли. И поэтому неудивительно, что россияне спешат, поскольку они понимают, что запас прочности у них, ну, в большой степени иссяк. И поэтому счет идет вот на месяцы, когда можно попытаться вот выйти на те позиции, которые они хотели по Донбассу. И с этим связано обострение, которое сейчас идет на востоке, где мы видим, они наносят более часто удары там и по Краматорску, и, значит, и по другим, значит, городам, и по Константиновке, которую тоже интенсивно отбрасывают, кабы десятками сейчас вот бросают туда. И, ну, и соответственно, логика этой спешки, она очевидна. Поэтому я остаюсь, как я уже говорил, на той позиции, что это все указывает на то, что, ну, мы идем к какой-то конфигурации мира, что эта конфигурация связана поэтому непосредственно с эскалацией вот этой внешней, которую мы наблюдаем. И понятное дело, что это будет связано с тем, что летом мы пройдем под знаком вот этой эскалации, поскольку без выхода на понимание того, что противник ослаблен, ну, я имею в виду вот с российской позиции, и Европа, и Украина, они потеряли там какие-то позиции, которые в нынешней ситуации позволяли им вести переговорный процесс, ну, более жестко, скажем так, да, то вот это вот будет и мотивировать их качать ситуацию. И, к сожалению, американцы здесь сегодня подыгрывают россиянам и играют, по сути, они играют в две руки. И то, что мы видели в Пекине с теми месседжами, которые там прозвучали, показывает, что, ну, в общем-то, они пытаются, администрация Трампа с россиянами и с китайцами договориться о, ну, такой системе
разменов, которая бы позволила остаться при своих, либо получить то, что они хотят получить. Ну, а в случае с россиянами это выйти из войны, сохранив лицо и еще и сняв экономические санкции и получив значит, ресурсы на восстановление экономики, которая оказалась серьезно потрепана этой войной. Вот где-то вот так вот выглядит эта вся диспозиция на текущий момент. Так, теперь быстро вопросы. Давайте, 10 минут, и я побежал. Так, хоть не в тему, но продолжайте тему городов. Недавно эфир «Просто огонь» — это ведь вектор развития будущего. А вы имеете в виду эфир вчера с Владимиром Никитиным, который, действительно был отличный, и можете не сомневаться, что мы его продолжим. Так, а мне нравится, что россияне недооценивают украинцев, думая, что это европейцы или американцы, это смешно, а во-вторых, нам это на руку. 100% я согласен, и будем поддерживать как бы эту иллюзию. Теперь, относительно, по предварительному мнению, что в Польше набирает национально-ксенофобские настроения к украинцам, типа «передаляйте на войну», потому что там начинают думать о том, чтобы воевали типа мы, а не поляки. Ну, там есть и хорошие тенденции, связанные с тем, что, с одной стороны, есть вот эти ксенофобские тенденции, которые польская элита сама как бы там развила. Но есть и тенденция, связанная с тем, что правительство Туска сейчас очень хорошо тушит яркие проявления этой ксенофобии, и те, кто разгоняет ее в социальных сетях, получают реальные сроки. И уже было несколько таких судебных решений. Поэтому они это поняли и начали с этим работать. Так. Украинская экономика тоже в колоссальных проблемах. Куч нормально расписал. Ну, я это без Куща как бы там вам тоже рассказывал, что наша зависимость от Европы определяет нашу устойчивость. Поэтому я считаю, что мы в этом году должны войну это все-таки заканчивать, поскольку вот эта слабость, связанная с зависимостью от европейцев, она определяет, что мы себе не сможем позволить в том случае, если... Точнее, когда в Германии к власти придет АфД и прочие вот эти вот всякие популистские режимы, которых удавалось там сдерживать на протяжении последних нескольких лет. Так. А что мы получим в результате в этой логике? Мы только разменная монета. Как повысить наши бенефиты? Ну, наши бенефиты напрямую связаны с нашей субъектностью в военной сфере. То есть то, что у нас реально будет, и те реальные проблемы, которые мы будем нести для россиян. Вот и все. Потому что, и что мы оставим в плане дальнобоя после войны, потому что Украина должна за это грызться просто зубами всеми возможными, поскольку все уже прекрасно увидели, что никто ни за кого не собирается вписываться серьезно, если ты сам по себе не зубастый. И поэтому то, что сделала Украина сейчас, начало многих американских, европейских военных аналитиков восхищать, потому что это дешево и сердито, несмотря как бы там на кажущуюся примитивность, но это работает, и они уже не могут это отрицать, и поэтому пошел вал публикаций по поводу чуть ли не перелома войны, что Украина на этом этапе войны побеждает, там, и так далее, и так далее, и так далее. Я не так оптимистичен в этом плане, зная как бы наше экономическое там состояние, социальное состояние. Но, тем не менее, большая доля истины в этом есть. То есть мы действительно сумели создать свой архетичный, с большим количеством детских проблем, но действующий ВПК, который в значительной степени решает те задачи, которые стоят перед страной с точки зрения ее обороны. Так. Что более вероятно, из этих ударов по России Украина выйдет на сильную позицию и заключит мир. Выйдет ли Украина на сильную позицию, и Зеленский скажет: воюем дальше, Россия вот-вот распадется. Смотрите,
Вот просто независимо от того, что будет говорить Зеленский, кто-либо еще, там, Буданов, Зеленский, не знаю, любой руководитель, любое руководство, которое есть и будет в Украине, наша способность продолжать длинную войну не будет, а напрямую зависит от двух ключевых факторов. Первое – демография, то есть наличие реальной живой силы, и с этим у нас проблемы. Второе – это поддержка экономическая, технологическая Европы, без которой мы очень быстро просядем, даже если у нас будет живая сила. Вот и все. Поэтому смотреть нужно на вот эти два ключевых фактора, которые определяют устойчивость Украины в текущей ситуации. Нам критически нужно иметь не только военный суверенитет, но и экономический, ибо без экономики все военные наработки идут нах. Все абсолютно правильно вы говорите, но экономический суверенитет на данный момент является фикцией, потому что для этого нужно было предпринимать все предшествующие годы правильные действия. А наша экономика фактически умерла, и мы поэтому находимся на кислородной подушке Европы. И этот вопрос уже будет решаться после войны, когда пойдет политический процесс, связанный с выборами. Вот тогда мы сможем попытаться экономический суверенитет простроить, потому что на данном этапе мы экономический инвалид. В силу всех понятных причин, которые были, и горе экспериментаторов экономических, о которых мы тут опять-таки 250 раз проговаривали. Значит, правильный вывод, который прозвучал. Так если Россия хочет выходить осенью на перемирие, но с сильной их позиции, то есть заходом на весь Донбасс, то что она будет делать, если не добьется этой цели? Ну, это значит, что она будет вынуждена признать, что ей придется выходить на перемирие в слабой позиции, потому что, опять-таки, если тенденции сохраняются на текущий момент, те, которые мы имеем на текущий момент, то это означает, что Украина будет тушить российскую энергетику зимой, точно так же, как Россия ее тушила прошедшей зимой в Украине. Ну, со всеми вытекающими последствиями. Я думаю, что это будет обозначено. И, тем более, что мы видим, там, как Мадяр нагло действует и постоянно это подчеркивает, что мы вынесли то, вынесли все. Вот и все. Им придется об этом серьезно задумываться. Так. Главный вопрос. Если война войдет в 27-й, Германия отвалится, АДГ, кто заменит немцев, потенциально французов в плане финансирования? Никто. Так я поэтому говорю, что я считаю, что нам нужно искать возможности выхода из войны. И очевидно, что осенью будет приниматься какое-то решение. Летом, осенью, там посмотрим, ситуация очень динамичная. И она просто висит в воздухе. Это уж на уровне логики там, и фактов, которые мы разворачиваем, мы это видим. Поэтому никакая Норвегия, никакие другие страны не перекроют нам всю ту совокупность ресурсов, которую дают большие киты европейской экономики. Так, я просто не совсем понимаю конфигурацию при исходных позициях, когда Россия не хочет заканчивать войну без взятия Донбасса, и Украина никогда добровольно от Донбасса не выйдет при Зеленском. Так это и есть клинч, в котором мы находимся. То есть, вот если начнет у русских валиться еще больше, то, соответственно, мотивации будут появляться у элит быстрее это все заканчивать. Вот и все. А как по-другому? Как-то стратегия США может измениться после выборов в Конгресс? Смотрите, я думаю, что принципиально ничего не изменится, но в том плане, что на Украину не пойдет там золотой дождь финансов, оружия там, и всего остального. По причинам очевидных, которых мы рассматривали. Но как расширение возможностей, потому что Конгресс, там, Сенат начнут блокировать что-то, какие-то инициативы Трампа там, и так далее, входить с ним в клинч, то, наверное, какое-то пространство для маневра расширит, но не более того. Не способна ли Европа поддерживать войну дальше? Европа поддерживает войну на остатках своего ресурса, как я вижу. И мне кажется, что этот остаток в этом году и следующей зимой будет таять, особенно если еще начнутся какие-то кризисные моменты в глобальной экономике там, или какие-то другие конфликты,
то европейцы – это очевидное слабое звено вот в этой конфигурации, где есть три больших тела, Штаты, Россия, Китай, которые как бы вот играют интенсивно там, да, и пытаются сформировать вот эту архитектуру нового мирового порядка, там промежуточную хотя бы, не окончательную, а промежуточную, то у европейцев, ну, конечно, ситуация слабая, потому что их много, и они разные, и элиты не совсем в адеквате, и население не совсем в адеквате. Так что я согласен вот с этим тезисом, что дальше, что экономический кризис еще впереди, вся эта ситуация с Ираном начнет давать свои плоды только во второй половине лета, осенью может быть срака, 100%. Поэтому, но срака как бы будет, поэтому радикализировать позиции всех и искать выхода из этого, ну, из этого тупика, который сегодня явно просматривается по войне в Украине. Так. Куча желающих из Колумбии и других стран воевать в Украине за $3000. Вместо этого Украина тратит 2 миллиарда гривен на содержание администрации захваченных территорий. Друг мой, не 2 миллиарда, 10 миллиардов тратит. Я об этом уже говорил. 10 миллиардов тратит Украина на этих дармоедов. И на самом деле для того, чтобы 80 тысяч человек получить наемников, в Украине нужно потратить всего лишь 3 миллиарда долларов, которые, ну, вполне можно было бы найти, вот, купируя такие абсолютно бессмысленные затраты. И мы бы сразу расширили, ну, возможности на линии соприкосновения очень существенно. Если Россия знает, что у нас финансирование вот это вот все, то им выгодно додержать до 2027 года. Конечно. Ну, конечно, они это прекрасно понимают. Поэтому, конечно, они пытаются затянуть ситуацию и, играя с Трампом, создать нам в Европе проблемы. Ну, они открыто об этом как бы говорят практически. Так, когда вы говорите, что нам надо закончить войну, то мне кажется, что Владимир Александрович в эту группу людей не входит. И мы уже немного раз слышали, что по этой логике вещей все должно закончиться. Ну, все рано или поздно закончится по этой логике вещей. Вот. Но мы же видим, какая идет возня по поводу Владимира Александровича. И то, что происходило там последние недели с Ермаком, с НАБУ и с Медичгейтом, это же все по поводу этого. Опять-таки, я уже об этом говорил, и мне уже даже лень повторять. Но это не тупик, а возможности для Китая, который начал это переформатирование мира. Это возможности для всех, кто имеет ясную голову и ресурсы для того, чтобы вести большую игру. Так. Тогда следующий логический вывод. Готовы ли мы оставлять Донбасс, как хочет ПУ, лишь для перспективы переговоров? И что мы готовы дальше оставлять уже для мира, если ЕС отвалится в плане финансов? Ну, послушайте, это будет очередной неприятный момент для нашего общества, для нашей элиты, которая не способна смотреть дальше своего носа. Поэтому тут не имеет смысла в это углубляться, потому что мы понятия не имеем, что будет выкачиваться Украине в тот момент, если отвалится ЕС от финансирования. Вот и все. Думать нужно все было все время это. И когда мы в 22-23 году говорили постоянно о том, что необходимо выпрыгивать, что формула Расмуссена это, ну, это вообще для нас просто джекпот может быть, и поэтому на ней нужно сосредоточиться и так далее, и так далее. Но меня тут и много кого еще, кто у нас в студии был, называли пятой колонной. Ну извините, что тут можно поделать? Мы упускаем время, а как следствие мы упускаем возможности. Если вы думаете, как вы думаете, будет ли следующая серия расследования по династии? Конечно, будет, но у них 1200 страниц на руках прослушек, и они их дозированно вываливают. И вот я вам обрисовал контекст, в котором это все происходит. Вопрос, ну, конечно, будет это или нет? Ну, конечно, будет.
Кто быстрее сдуется, Россия или Украина? Думаю, непонятно, что вы думаете, Виктор Гусев. Никто этого не знает, потому что куча факторов как бы вот влияют на устойчивость. Для нас эта куча факторов прежде всего называется Европа. Так, кто спрашивает, у нас уже финансирование ЕС отрезают? Нет, но как бы логика действий русских и американцев понятна. Ослабить хотя бы это финансирование для того, чтобы... вот представьте, Евросоюз просто в силу внутренних противоречий подвиснет какой-то транш там, в несколько миллиардов евро, который должен прийти. И подвешивается на 2 месяца или на 3 месяца. То есть как бы... Возможно, катастрофа сразу не произойдет, и даже, я думаю, наверняка не произойдет. Но к концу 2 месяца уже начнет явственно ощущаться огромные проблемы в финансировании там, бюджетников или зарплат для армии. И они это все прекрасно осознают, и поэтому не будут пытаться это торпедировать. Я эту формулу говорил 250 раз. Твои зависимости определяют то, чем ты являешься. Чем больше у тебя зависимостей, тем меньше ты себе можешь позволить. И, соответственно, тем меньше твое пространство для маневра. Вот и все. Поэтому ты смотришь на зависимости человека, организации, страны, региона там, и так далее, и так далее. И ты понимаешь, о чем это, о чем он, о чем оно, о чем они. Вот и все. И эта простая формула тебе позволяет считать пределы маневра твоего оппонента там, или твоего союзника и действовать соответственно, исходя из своих интересов. Так. ВВП России с 2022 года вырос на 10%. Кто быстрее сдуется? Слушайте, ВВП России растет очень быстро на бумаге, да, не замечает овраги, поэтому тут не надо нам сказки рассказывать свои русские. У России, безусловно, много ресурсов, но и, безусловно, много тупости. Могут ли применить ядерное оружие? Рюте правду говорит. Я об этом уже тоже говорил еще в 2022 году, и я постоянно это подчеркивал. Моя статья 21 марта 2022 года. Когда русские могут применить ядерку, поэтому я этого не исключаю. Так. Так. Как же тебя, косноязычного, тяжело слушать? Заикается, запинается, проглатывает по полслова, пердит, не чувствую запаха, это фантазия, очевидно, какая-то у вас. Вообще, где вы его взяли? Так что ж ты мазохист, слушаешь тогда? Вот я не понимаю, это сидит, слушает человек. Я понимаю, что служба, я понимаю, что необходимо какую-то херню написать, вот, но мучить себя зачем? Поэтому давай в бан. Так. В РФ надули тот ВВП, соответственно, на бумаге есть. Да, конечно, а фактически отрицательное умножение, 100%. Поэтому этот пиздеж русский по поводу того, что у них там что-то выросло, может, лапти какие-то там кончают, когда эти цифры им кто-то там озвучивает. Но судя по воплям старушек, молодежи и много кого еще из Туапсе, Москвы там и прочих прекрасных российских городов, настроение там далеко не такое радужное, как пытаются вот эти ольгинские боты нам нарисовать. Так, а у нас не надутый ВВП, у нас не надутый ВВП, у нас ВВП на костылях. Когда у тебя бюджет на 50% и больше финансируется Европейским Союзом, какой нахер надутый ВВП? Там все понятно. Смотришь на структуру помощи, и тебе понятно, какой у тебя ВВП. У нас нет экономики. Мы ее просрали. Будем называть вещи своими именами. Вот. Firepoint продолжает работать с европейцами в рамках Дельта, или последний скандал затормозил? Это работает. Работают они дальше, уже говорил Штиллерман. Так, все, давайте будем заканчивать, а то мне надо бежать. Сколько в эфире? 1:06 с головой, я считаю. Все, полайкайте эфир, пишите в комментариях.
Пишите в комментариях, что вы там хотите увидеть, услышать. И спасибо всем, кто нас поддерживает как спонсор, как кто там еще, как зритель благодарный. И до завтра. Пока.